Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня вторая часть видео. Я продолжаю вышивать квадратики на своей будущей наволочке. Я вышиваю маленькие мандалы и попутно показываю для начинающих в вышивании разные виды декоративных стежков и строчек. Я обязательно оставлю ссылки в описании к видео и к первой части этого видео, и на первую наволочку, которую я вышивала. Там тоже другие рисунки. Может быть, что-то из этого вам понравится, подойдет, пригодится в ваших творческих работах. Красной ниткой я вышила тамбурной строчкой, а следующий кружок у меня будет стебельчатый шов. Тоже частенько я его показываю, очень мне нравится, шьется. Ну, вообще, любые вот эти декоративные стежки, они несложные, девочки. Кто вот, ну, я знаю, что есть люди, которые просто любят посмотреть, как кто-то другой что-то делает. А есть люди более активные, которые готовы прям сразу брать иголку с ниткой в руки и повторять, и учиться. В этом случае быстрее, конечно, получится что-то, потому что навыки сразу же отрабатываются. Советую тем, кто хочет начать, начинайте. Не надо ждать каких-то, когда время появится свободное. Вот вы просто, ну, я не знаю, 5-10 минут потратите, освоите один стежок. Это действительно несложно. Вот этот вот, я его все время называю галочкой, но на самом деле это вот закрепочный такой стежок или петля с закрепом тоже так же, как и тамбурный он ведь выполняется. Просто чуть пошире делаем расстояние между вот этими нижними проколами. И смотрите, какие классные треугольнички получаются. Такие, как флажочки, очень нарядные. Я где-то заполняла, вот узелок французский ставила. В принципе, это не обязательно. Даже там, где просто два вот таких стежка, вот как в оранжевом, они все равно уже смотрятся более-менее заполненными, и цвет виден. Но это на ваш вкус, как говорится, на вкус и цвет, товарищи. Нет, как хотите, так и делайте. Главное начать. Здесь тоже стебельчатый шов, цветочек вышиваю. Он очень подходит для изогнутых линий, мне кажется, этот шов. Здесь дальше опять тамбурные стежки использую. Делаю тамбурный стежок, закрепочку и вот линию такую, просто полосочку, для того, чтобы соединить эти тамбурные стежки между собой. Вот таким образом я перехожу от одного к другому лепесточку, ну, чтобы не втыкать иголку дважды туда-обратно. Я сразу за один раз все делаю. Решила выбиться из колеи, как говорится. По идее, вроде бы мандала должна быть просто кругленькая. Но у меня возникло непреодолимое желание ее разорвать и сделать вот здесь вот цветочек. Ну, не знаю, как посмотрим. Я в результате не такой вышила цветочек, как нарисовала, но это уже детали. Вот такими стежками, обметочный, по-моему, называется этот шов. Можно было, конечно, поаккуратнее. Но мне многие ругаются, подписчики, говорят, что я вот спешу неаккуратно, вот я же на камеру делаю, надо стараться. Ну, я стараюсь, но ручки-крючки иногда подводят, наверное. Но здесь вот стебельчатым швом стебелечки сам Бог велел вышивать, поэтому я это и делаю. Девочки, вы, если не успеваете, всегда можете увеличить скорость или уменьшить скорость воспроизведения. Но в данном случае, если не успеваете, то уменьшить скорость воспроизведения. Для этого на любой платформе, на которой вы смотрите, в углу экрана жмете шестеренку, там у вас появляется слово «скорость», и вот с помощью этого нехитрого способа вы можете уменьшить скорость в 2 раза. На самом деле у меня здесь она увеличена для того, чтобы не затягивать видео, именно в 2 раза. Поэтому вы можете, ну, на паузу ставить, если где-то что-то не понимаете, или скорость уменьшать. Нужно пользоваться достижениями прогресса. Но здесь вот я хотела сначала одно вышить, потом другое решила. Решила просто французский узелок на ножке сделать. Будет, наверное, мне так больше понравился этот вариант. А я тем временем перешла к следующему квадратику. Я так думаю, что мне их тут штук 7-8 надо будет вышить. Не обязательно все вышивать. Все равно не нужна вышивка на каждом квадратике.
иначе глаза будут разбегаться. Не сможете спать, будете разглядывать. Обметочный называется этот стежок, а следующий стежок называется плюмаж. Его можно сделать в разные стороны, то налево, то направо. Но я делаю все в одну сторону, потому что мне в середине там нужно будет потом сделать цветочек. Вроде бы как эта веточка туда тянется, к цветочку. Следующий квадратик, перехожу к следующему. Здесь у меня шов называется полистрина. Я уже показывала вариацию этого шва в предыдущем видео, но там я его делала немножко по-другому, а это вот классический вариант шва полистрина. Этот шов ему прям посвящала целое видео однажды, и ссылочку на него оставлю в описании, потому что у него есть несколько вариаций, и длина ножки там варьируется, и от того, на каком расстоянии узелки делаете, все влияет на внешний вид этого шва, и много разных разновидностей этого шва можно выполнять. Очень мне нравится он, очень красиво смотрится. Такой вот узелковый шов называется. После того, как я вышила необходимое количество квадратиков, я сделала вот такой вот сэндвич. 2 слоя ткани, между ними синтепон. Скрепила все это английскими булавками, чтобы это все у меня держалось вместе и не смещалось друг относительно друга. И стягаю. Стягаю вручную нитками ирис. Они вот такие светло-зелененькие, но выглядят белыми, но они не белые, они светло-зеленые. Вот так вот, начиная из центра, стягаю сначала центральные полосы, а потом продолжаю уже по сторонам. Стягать нужно из центра, потому что заготовка сжимается в процессе стежки, и чтобы не оказалось, что у вас в центре вспухнет пузырь. Ой, иголка сломалась, вы представляете? Это что у меня тут за ткань такая? Обычный хлопок. Или это я такая сильная? Но вообще первый раз у меня вот иголка для ручного шитья так вот сломалась в процессе шитья. Девочки, я не рассказала. Вот у меня сейчас получается сложен вот этот сэндвич, нижняя ткань синтепон и верхняя ткань, как для лоскутного одеяла. И когда мы складываем вот так вот, у нас нижней ткани должно быть больше, вот по всем сторонам ее должно быть больше. По размеру лоскут должен быть, и синтепона больше. Потому что именно во время стежки может сжаться, и нижняя часть может подобраться так, что не хватит на всю верхнюю заготовку. Надеюсь, я понятно объяснила. Что-то я сегодня косноязычная какая-то. Все, я простегала и уже сшила наволочку. Мне очень нравится, что получилось. Она очень подходит к моей второй наволочке. Они парочка. Сейчас вот я их рядышком положила, сейчас покажу. Здесь, конечно, вторая уже чуть поюзанная, но все равно видно, что они совпадают. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, я их с удовольствием читаю. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.